Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Карьеры многих психологов, большинства направлений психотерапии основываются на непрерывной работе с воспоминаниями, особенно с воспоминаниями о детстве, на выискивании в этом самом детстве каких-то событий, ставших триггерами чего-то плохого, что по цепочке якобы и приводит к нынешнему дискомфортному состоянию человека, который к психологу обратился. И вот сегодня мы поговорим о том, что стоит за этими воспоминаниями и чем они могут являться на самом деле. Ну и казалось бы, ничего особенного. Вспомнить что-то из детства, авось поможет и хуже не станет. Однако закономерно возникают вопросы. А реально ли подобные воспоминания? Если да, то насколько? И воспоминания ли это вообще, или может быть иллюзией? Вот моя профессиональная позиция заключается в том, что воспоминаниям старше 3-5 лет доверять нельзя, а уделять значительное время работы с человеком обращению к периоду 20-30-летней давности попросту бессмысленно, по крайней мере в качестве опоры и фундамента психологической помощи. Еще в 90-х годах доктор Элизабет Лофтус из Стэнфордского университета провела экспериментальное исследование, которое называлось «Потерявшиеся в торговом центре», в ходе которого была поставлена цель – попытаться вызвать у людей ложные воспоминания о том, что когда-то в детстве они потерялись в торговом центре. И эта цель была достигнута. 50% участников исследования приняли ложные воспоминания о якобы своем детском опыте и стали считать их своими, наполняя рассказы уникальными деталями и подробностями. И когда им говорили, что это все выдумка, а воспоминания не настоящие, они не верили в это, продолжая утверждать, что с ними произошло именно то, о чем они говорят. Кстати, в описании к видео есть пара ссылок на статьи об этом исследовании. Обязательно посмотрите, это интересно и важно. Статьи, правда, на английском, потому что русскоязычных версий я не нашел. И вот позже психологами и психиатрами из разных стран были проведены похожие эксперименты по внедрению ложных воспоминаний. И результаты всегда подтверждали то, что получила доктор Лофтус. Переходя к выводу, отмечу следующее. За эти годы было множество, опровергнутых, кстати, авторами, критики относительно целесообразности распространения выводов такого рода исследований непосредственно на психологическую практику, но никто никогда не оспаривал сам факт, что в буквальном смысле каждому второму человеку можно без всяких пыток и медикаментов путем обычной беседы и наводящих вопросов внедрить ложные воспоминания о детстве. И ведь это был рядовой эксперимент, участники которого находились в нормальном состоянии, да и воспоминания-то предлагались безобидные и безвредные. А вот теперь представьте, что способен вспомнить человек, который находится в психологически уязвимом состоянии, в фазе активной дезадаптации, пришедшей за помощью к психологу. А психолог этому человеку настойчиво предлагает повспоминать о чем-то нехорошем из детства, задает кучу наводящих вопросов раз за разом, инициируя воспоминания или так называемые воспоминания о звуках, образах, запахах и так далее. Вот не сомневаюсь даже, что количество ложных воспоминаний при таких обстоятельствах будет зашкаливать далеко за 50%. И эдак вспоминаться можно на несколько лет терапии. А той половине людей, которые не склонны включаться в подобного рода воспоминания, вот вероятно, психолог припишет сопротивление процессу терапии или нежелание смотреть на что-то болезненное. Я, как и авторы исследования, о котором я рассказал, не утверждаю, что все воспоминания о детстве ложные, но утверждаю, что им нельзя доверять, потому что нет достоверных способов отличить ложные воспоминания от настоящих. И раз таким воспоминаниям изначально нельзя доверять, то выстраивать работу, основываясь на этой информации, не имеет никакого смысла. И если вы хотите использовать информацию о своем далеком прошлом, то опирайтесь на один из главных принципов журналистики –
подтверждение из двух независимых источников. И если ваши воспоминания нельзя подтвердить двумя источниками, то априори считайте их ложными и отказывайтесь от их использования. Есть иные пути и механизмы психологической помощи, позволяющие получать терапевтический результат без опоры на так называемые воспоминания о детстве. И на этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!